Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание фотографиям и поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать с фотографиями. Обязательно досмотрите это видео до конца для того, чтобы знать, почему это нельзя делать и к чему это может привести в вашей жизни. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, с фотоснимками и с фотоаппаратурой связано достаточно множество всевозможных примет, суеверий, традиций. И одна из них гласит о том, что тот, кто фотографирует, отбирает душу и счастье. Именно по этой причине во многих странах запрещается снимать людей без их разрешения. Ну а в странах СНГ или в странах бывших СССР к этому мы все относимся более спокойно. Но все же считается, что фотография обладает особой необъяснимой силой, которая способна повлиять на судьбу человека. И знание того, что именно ни в коем случае нельзя делать с фотографиями, поможет вам избежать опасности. Конечно же, многие люди верят, что фотография заключает в себя часть их души. И на фотографии остается след энергетики человека, который там был запечатлен. И с помощью этого отпечатка люди, которые наделены экстрасенсорными способностями, могут узнать тип энергетики запечатленного на фото и даже таким образом воздействовать на него. Ну а что же нельзя делать с фотографиями? Запомните раз и навсегда, нельзя фотографировать спящих людей. Это связано с тем, что спящий наиболее восприимчив к негативным воздействиям через фотографию. И получается, что если в руки к недоброжелателю попадет фотокарточка спящего человека, то при должном умении не составит труда навести на него порчу или даже приворожить. Далее, что нельзя делать с фотографиями, нельзя дарить фотографии посторонним людям. И вы знаете, данный совет, который передался нам от наших бабушек, стара как мир и несет даже в себе достаточно веское обоснование. Потому что через фотографию осуществляется энергетический обмен, которым могут воспользоваться недобросовестные люди, для того, чтобы нанести непоправимый вред, наслать порчу и разрушить вашу жизнь. Фотографии часто становятся главным магическим атрибутом в ритуалах, любовных приворотах и проклятиях. И данная примета распространяется исключительно на фотографии, которые были отпечатаны с первого носителя. Это фотокамера, это телефон или планшет. Другими словами, для магических ритуалов подходит только первая и оригинальная фотография. А вот снимки, которые скачаны с интернета, это правило не распространяется. Далее, что нельзя делать с фотографиями, это нельзя дарить фотоснимок любимому человеку. Эту примету очень легко объяснить. Фотоснимок, на котором изображен один человек, передает энергетику одиночества. Так что, когда такое фото попадает к вашему партнеру, он начинает подсознательно относиться к вам как к человеку, которому никто не нужен. К тому же сейчас модно дарить самые удачные, отредактированные и даже художественные фотографии. Почему? Потому что на них человек выглядит гораздо привлекательнее, чем в жизни. И на практике вы можете проиграть своему же двойнику. Поэтому, если вы хотите, чтобы у любимого человека была ваша фотография, мы рекомендуем сделать совместный снимок. Это объединит вас, и в такой фотографии действительно будет ощущаться энергетика любви, которая отвлекает от недостатков вашей внешности.
Следующее, что нельзя делать с фотографиями, нельзя фотографировать детей до года. А если вы фотографируете, то не показывайте никому из малознакомых людей. И уж тем более не рекомендуется выкладывать такие фотографии в сеть. Это связано с тем, что защитное поле деток до года крайне уязвимо. И они совершенно беззащитны перед энергетическими ударами любого рода. Следующий запрет накладывается на фотографии в зеркале. Зеркала способны как губка впитывать наш энергетический след. И фотографируя себя в зеркале, вы перетягиваете на себя негативную энергию, которая собрана в зеркале, и вы примеряете ее на себя. Особенно интригующее прошлое у старых зеркал. Фотографирование себя или кого-то напротив такого зеркала может привести к всевозможным непредсказуемым последствиям. Следующий запрет связан с созданием фотографий в заброшенных зданиях и всевозможных нехороших местах. Помните о том, что фотографии в таких местах вполне вам могут обеспечить огромный отъем жизненных сил позирующего и вечную привязку к этому месту, который постепенно снижает уровень энергетики. Следующий запрет касается мира мертвых. Категорически запрещено фотографироваться на кладбище и погостах. Если сделать подобную фотографию, то вполне возможно получить именно энергетическую привязку к погосту и, как следствие, сильно заболеть, вплоть до смертельного исхода. Следующий запрет касается того, что не рекомендуется хранить фотографии умерших родственников вместе с фотографиями живых, потому что энергетика фотографий перемешивается, и у живых может ухудшиться самочувствие. Следующий запрет: накладываем табу на фотографии тяжелобольных людей и людей на пороге смерти. Такие фото являются проводниками в мир духов. Если человек умрет, он предположительно не сможет уйти, и фотография будет держать его в мире живых. Следующее, что нельзя делать с фотографиями, так это их портить, рвать, протыкать иголками или сжигать. Такие действия предпринимаются, как правило, при наведении порчи, и, повторяя их, вы можете нанести вред тому, кто запечатлен на этой фотографии. Следующий запрет относится к публичности личных фотографий. Если вы подозреваете, что вам могут желать зла, не выставляйте свои фотографии на всеобщий просмотр. Потому что с распространением социальных сетей достать свежую фотографию становится достаточно просто. И люди, кто заботится о своей личной безопасности, по минимуму выкладывают фотографии и либо вовсе убирают их из сети, чтобы недоброжелатели и враги не знали многих моментов вашей или других людей жизни. Следующий запрет накладывается на фотографии под часами. Считается, что это достаточно дурная примета, говорящая о том, что человеку осталось жить совсем немного времени. Как вы видите, фотография имеет своеобразную силу, такой своеобразный отпечаток вашего тела и души. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и внимательны с фотографиями. Кто-то сейчас скажет, совсем сейчас другое время, почему нельзя, одни выкладывают и так далее. Вы должны знать, что вы живете своей жизнью, и вы должны сами принимать решения и осознавать то, что любые действия имеют последствия. А в нашем случае фотографиями особо имеет значение.